Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, построение человека светом. В данной теме я показываю, каким образом через светопреобразование построить структуру человека в плане именно самого света, во-первых, то есть, проще говоря, получить цвет и свет человека в пространстве управления, а также в дальнейшем путем управления суметь построить, вообще говоря, например, физическое тело человека. Можно будет данным методом построить структуру управления таким образом, что вы свет своей собственной деятельности, например, можете также строить. То есть фактически каждый следующий уровень света, предположим, является управляющим по отношению к предшествующему и наоборот. Предшествующий уровень, он практически также является уровнем как бы взаимного управления. То есть свет обладает все-таки в управлении зачастую такими изоморфными свойствами, то есть достаточно универсально идет управление от одного, например, уровня к другому. При этом, если, предположим, мы имеем управление, скажем так, бесконечного типа, то есть вот что значит, если так рассмотреть задачу, что значит бесконечный цвет или бесконечный свет, да? Значит, то свет бесконечный все равно выявлен в виде какой-то локальной линии в управлении. Получается, что когда мы делаем управление, предположим, в бесконечную среду, то получаем, что свет, который, например, в бесконечной среде, он проявлен некой, ну, большей, что ли, массой, которая фиксируется в виде какого-то локального сегмента. И если мы рассмотрим сопоставление, вот каждый элемент реальности можно сопоставить с действием Бога. Бесконечный Бог проецируется, например, в конечное физическое тело человека, да, имеющее конкретно конечное, имеется в виду конечное с точки зрения размера, значит, конкретные геометрические формы. И при этом соприкосновение Бога и человека рождает опять цвет и свет, то есть, ну, как некая искра. Вот если вот просто поставить вопрос, где вообще берется первичный свет, вот, как он вообще первично воспринимается, то вот именно соприкосновение Бога и человека, то есть мышление Бога и физического тела человека, да, действие Бога и самой реальности Бога и физического тела человека рождает, создает вот как некую искру вот этот свет. И вот именно в понимании человека сама реальность Бога – это есть пространство мышления, которое содержит первозданный именно свет. И вот этот вот первозданный свет, он фактически находится как бы в замкнутом контуре своеобразном, да, в человеке, и этот контур, он фактически как бы насыщает человека изнутри. То есть если задаться, например, мыслью, как вообще сама мысль, вот само действие, мышление, как в пространстве управления эти системы существуют, то есть как вообще мысль передвигается, где она находится, например. Воспринять мысль, в принципе, можно в виде сферы, там, в виде света, но вот чтобы рассмотреть движущие механизмы, почему движется мысль, почему она перемещается в пространстве информации, то здесь вот можно этот первозданный свет именно выявить. И вот этим светом светить на себя, например, там, или на другого человека, таким образом можно построить физическое тело человека. Если мы светим как бы обратной стороной этого света, то есть свет внутри, первозданный свет, а вот за оболочкой некой, да, мышления есть другой свет, но вот уже тот, который сделали вы фактически, за счет того, что вы за оболочку посмотрели, да, то здесь получается именно свет вашей души. И вот здесь можно очень четко увидеть свет души. То есть свет души, имеющий, например, там какие-то такие синеватые оттенки, в этом случае, он пересекается с первозданным, например, серебристым именно светом, и здесь он имеет такие как бы голубоватые оттенки внутри. Вот оттенок там темно-синий и голубоватый — это есть уровень перехода, то есть цвет, рождающий форму. То есть когда мы переходим, например, непосредственно в цвет души, то мы видим, что здесь получается
вот форма мысли сама, форма мысли, это есть первично фактически как зародыш человека. То есть мысль рождается аналогично тому, как именно зародыш человека начинает развиваться, и получается, что сам процесс мышления подчинен такому же фактически процессу, как рождение человека, по сути. Именно с самого начала, да, и от начала его организации. И получается, что мы можем однотипные уровни управления сопоставить, например, на определенном уровне мышления. Значит, что происходит с человеком, например, и какая будет мысль как бы в дальнейшем. То есть мы можем расположить по этой оси развития человека, фактически от зародыша, какую-то мысль в начале и посмотреть, что будет дальше. Для этого мы должны посмотреть как бы на человека вообще, развивающегося с этой точки. То есть мы должны любые точки информации как бы уравнять. Например, зародыш человека, мысль — это все есть единая система развития. И вот здесь получается вот именно такой истинный свет, который относится ко всем людям. Свет всеобщей божественной любви, где любовь — это и есть физическое тело. То есть можно выделить такой сегмент, причем внутри тела, прямо в тканевой системе, где любовь и Бога, и человека — это и есть физическое тело. И при этом, при всем, именно ясно, что это тело, но можно не выделять сегмент, например, да, а можно чуть-чуть как бы отодвинуться от этого уровня и увидеть здоровое физическое тело. То есть там, где любовь Бога и человека объединяются в гармоничный свет, чуть дальше от этого уровня находится здоровое физическое тело, но вот именно бесконечное физическое тело находится на уровне контакта вот этой вот всеобщей любви, так скажем, с самим человеком в его понимании. То есть мы попадаем в корень мышления, в корень мысли. И вот когда мы начинаем, значит, таким образом думать, то мы можем видеть механизм развития мышления, то есть прогнозную фазу. У нас есть какая-то мысль, да, например, или мы восприняли какое-то событие. При этом надо понимать, что восприятие — это не всегда мышление. И можно воспринимать какой-то уровень управления, можно воспринимать ясновидением реальную среду, но при этом мышление — это есть как бы продукт деятельности, это есть управление светом фактически. То есть когда человек мыслит, он же должен проводить определенные как бы манипуляции в своем сознании, в пределах своей воли, для того, чтобы получать управление вот этим сегментом света. И получается, что когда он начинает делать управление вот этим сегментом света, вот именно тем, который как бы является продуктом мышления, то мы можем видеть механизм взаимодействия мыслей, во-первых, между собой. И тогда мы можем видеть, каким образом физическое тело связано с мышлением. То есть здесь вот построение именно физического тела, где речь идет о том, что вот само понятие построения — это как бы построить структуру, да, построить клеточную систему, но именно вот построить, то есть уметь взять элементарный какой-то уровень там и его соединить со следующим уровнем и именно построить. Так вот, построение — это все-таки системный процесс, и поэтому здесь нужно максимально использовать аппарат мышления в первую очередь. То есть мы должны за счет выявления взаимодействия мышления и информации строить тело. Но ведь мышление — это продукт как бы тела, оно неразрывно связано с телом в том числе. То есть вот точек разрыва, по сути, между мышлением и телом с точки зрения Бога, например, нет. Здесь совершенно монолитный уровень, потому что у Бога мысль — это и есть человек, то есть Бог мыслит, и при этом Он создает себя. Сам Он тоже продукт своего мышления, получается, с этой точки зрения. То есть свет всеобщий, свет динамичный приобретает устойчивую форму тогда, когда туда вводится именно любовь в чистом как бы виде, то есть любовь всеобщая, любовь ко всему сразу, так скажем. И вот эта вот всеобщая любовь, то есть некое такое всеобщее, вседействующее, значит, именно
свойства даже любви. И вот эта вот всеобщая, вседействующая любовь, она начинает как бы процветать, то есть она начинает создавать следующие цвета. То есть введенное действие, такое как любовь, организовывает некую среду, поверхность, так скажем, управления. И эта поверхность, она находится постоянно именно в состоянии как бы первичной, то есть бесконечной жизни. Вот если, например, посмотреть восприятием на очень отдаленные системы и постараться понять, что находится там в бесконечном удалении, то есть восприятие некого движения, то есть некой отдаленной жизни, да? Значит, и поэтому получается, что вот эта вот отдаленная жизнь, как бы та, которая не дифференцируется в виде там конкретных проявлений, на самом деле вот это вот явление, скажем, восприятие вот этой информации является мощнейшим механизмом лечения человека, потому что как только человек воспринимает, что все, что максимально отдалено, это есть жизнь, то Бог, который находится там и далеко, и близко, это значит всегда жизнь. Жизнь совпадает со структурой Бога. То есть жизнь вечна, да? Потому что Бог вечен. То есть мы замыкаем вот эту структуру, где жизнь находится внутри Бога. То есть она также защищена, как жизнь Бога, то есть она вечна у вас. И получается, что здесь вот эта вот система замыкания, это есть мышление, но уже Бога. То есть в мышлении Бога, естественно, жизнь вечна. Стоит Богу воспринять вас, а вы и есть реальность с точки зрения Бога, для него что мысль, что реальность это одно и то же, значит вы вечны. То есть существует такой переход, где тело не отличается от мышления. Вот к чему в данном случае я вот именно эту концентрацию управления привел. То есть такой свет, он обладает определенными свойствами. Я конкретно вот его показываю. Он находится на определенном расстоянии. Здесь важно смотреть конкретное место. Дело в том, что я вообще всегда показываю место геометрическое. В основном действие это есть тоже определенное действие, да, в отдалении. Но в данном случае вот это конкретное место, где непосредственно идущий с этого места вот именно цвет и свет жизни, он организовывает путь. Фактически человек может увидеть свет Бога, то есть как Бог идет к нему, как он вообще ему передает знания. И когда, например, вы начинаете эту структуру видеть, то вот зарождение именно самой жизни, вот, например, там, на планете, в понимании там, природы, да, в понимании как бы такого макропроявления, это тот уровень, который позволяет фактически увидеть, что все, что в природе, также построено по определенному аналогичному некому алгоритму. То есть как не потеряться, например, в какой-то незнакомой системе, там, векторной системе или в какой-то местности, то есть векторно какие-то ориентиры известны. Да? Если ориентиры неизвестны, тогда как можно не потеряться, то здесь надо следовать такому же принципу аналогии. Вот есть развитие плода, да, человека, есть развитие мышления. Причем, как я сказал, что есть однотипные законы, то вот чтобы двигаться, например, прямо там, или в каком-то направлении, здесь можно поставить просто в виде мышления цель управления, например, вам нужно попасть в какое-то конкретное место. И когда вы, например, в это место хотите попасть, то получается, что в принципе вы можете поставить мысль, сформировать просто то место, да, скажем так, куда вы хотите попасть. И тогда путь к этому месту, это есть та структура, которая развивается также по однотипному уровню, например, как плоть человека. Можно, в принципе, идти по уровню там, развития любой другой структуры, например, там, можно рассмотреть такой чисто, может быть, гипотетический пример, или сравнительный, как развивается дерево. Но дерево развивается по другим системам. Вы увидите только внешнюю систему реальности. Например, там небо, да, как двигаются тучи. А чтобы двигаться самому, надо видеть, как развивается человек. И если мы можем сказать, как развивается плод всегда, человек, когда вот именно такое благоприятное развитие всегда всем понятно, есть канонический уровень развития. И здесь получается, что чтобы понять, как вообще двигаться, вот, понимать, вот, да, как правильно двигаться в нужное место, нам нужно спроецировать вот этот объект информации, как бы куда мы двигаемся,
значит, в своем мышлении и задать как бы координатную систему. То есть в мышлении должно быть отражена сегменты местности. И вот почему я в этой лекции именно построение человека показываю как бы сопоставительное построение. То есть есть внешняя реальность, а есть, собственно говоря, такой как бы световой уровень восприятия человека. То есть человек воспринимается в виде непосредственно первичного уровня восприятия, то есть первичного света, и дальше он уже начинает себя сам строить. Вот поэтому, чтобы выявить первичный свет, нужно правильно задать функции восприятия. Для чего вообще восприятие нужно? Чтобы ориентироваться. Но ведь восприятие, значит, ну как первое свойство, да, воспринять что-то, среагировать на что-то такое, то есть первый уровень ориентации. Но ведь восприятие — это тоже продукт мышления, то есть это есть действие души, и восприятие Бога — это и сама реальность. Поэтому вот стыковка восприятия человека и восприятия Бога — это есть как бы всеобщее, ну, действие аналогично тому, что есть мышление человека, как бы всеобщее мышление, можно так сказать, да, всех элементов реальности. То есть, ну, если так фигурально выражаться, на самом деле просто каждый элемент реальности имеет какой-то элемент, который у человека называется мышлением. И вот когда мы свойства мышления делаем системными, то есть начинаем использовать их для, например, там, продвижения по местности или для того, чтобы, например, с помощью мысли взять и регенерировать тело. Ведь мысль и реальность для Бога одно и то же, мы можем найти такую точку, где это у нас тоже реализовывается. Но тогда свет мышления должен быть таким же, как свет тела. Задача для восприятия простая. В восприятии, в управляющей фазе восприятия, значит, выделяется область света тела и света мышления, причем такая, которая практически должна быть аналогична. То есть область, одинаковая интенсивность этого света, да, одинаковое расположение в пространстве восприятия. То есть все должно быть одинаково фактически. Но тогда самый простой вариант взять и увидеть мышлением, опять же, образ человека и как бы на этом образе найти, да, ну, как бы самого себя. Но чтобы получить божественный свет, вы должны видеть свет Бога, то есть приближение себя к Богу, получается. Тогда свет Бога более интенсивно становится. И тогда, получается, мы видим, где в мышлении и в теле одинаковый свет, но если мы нашли какую-то точку, а человека надо воспринимать в комплексе, то нам нужно получить действие в какой-то там орган, да, в какое-то место, просто хотя бы даже для оздоровления профилактического, даже не обязательно там создания ткани. То здесь получается, что надо знать, в какой точке действует вот этот свет, именно соединенный свет, и как он касается какой-то конкретной системы, если там регенерация, восстановление какой-то ткани. Или же он где касается всего организма. И вот разница между локальным частным действием, когда вот этот свет касается одной системы, одного органа или одной клетки, и общим действием, когда касается всего организма, вот эта разница показывает тот путь, когда Бог показывает человеку, как развиваться. Именно в бесконечность, но за счет конечной величины, там, конечного движения. Там, например, какой-то конечной мысли, там, где есть некий конец мысли. То есть мысль человека конечна только тогда, когда Бог дает бесконечное развитие. Вот, некая аксиома возникает. Но тогда получается, что здесь-то ясно, что тогда получается воскрешенный в бесконечном развитии всегда есть. То есть достаточно человека вспомнить, и человек уже в определенном пространстве воскрешен. И нам же, получается, всего лишь навсего главное это пространство получить сюда. То есть пространство мышления должно соответствовать пространству реальности. То есть здесь мы переходим на пространство именно всеобщей реальности. Вот почему нужно воскрешение полностью и всех, и восстановление любого объекта информации, именно созидательного типа, потому что здесь происходит именно действие Бога, создание физического пространства, причем такого, которое подконтрольно человеку. То есть можно, например, долго заниматься управлением, значит, может быть, даже там время близкое к бесконечному времени,
Но когда управление только внешнее, то человек, например, как технолог развился и умеет управлять всеми процессами реальности. В идеале такое, конечно, нужно иметь, и, кстати, такого можно, в общем-то, быстро достаточно сравнительно научиться. Но вот как гарантировать то, что сама вот эта реальность, да, так называемая, внешняя, что она, вообще говоря, устойчива, и что с ней, ну, как таковой вообще ничего не случится там, с системой организации самого мира. Так вот здесь вот как раз-таки важным элементом, вообще наиважнейшим, так можно сказать, является уровень соответствия мышления и реальности. То есть мысль и реальность — это одно и то же. И на уровне построения человека светом это можно сделать даже технологическим приемом. То есть, например, пропустить свет в виде как бы микрофотонов там, и каких-то корпускул, каких-то частиц между кожей, мышцами в каждую клетку ввести. И вот их проекционная часть показывает путь к Богу через орган человека. То есть как взаимодействует сознание и орган. Обратное действие, если путь к Богу известен через орган, через проекцию всех вот этих фотонных систем, ну, световых, то обратный это путь достаточно конкретно известен. И получается, можно через сознание свой орган восстанавливать, любой. Не только свой, потому что можно представить, ну, скажем так, любой другой уровень, и получится, что свет там, вашего мышления строит уже, например, там, другого человека, да, создает там, органы или создает реальность. И вот здесь вот разница, например, в построении, да, человека и в создании заключается в том, что создание — это часто мгновенный процесс. Построение подразумевает все-таки наличие, ну, как бы интуитивно человек понимает, что существует какой-то следующий шаг, какие-то элементарные системы, чтобы построить. Хотя создать тоже, но Бог создает и мгновенно создает. Поэтому вот понятие построения подразумевает умение построить еще и как бы систему взаимодействия, как бы построю, да, слово построю, то есть строй некий, стройная система знаний. Если вот по этому уровню системные знания распределить, то есть есть внешний мир, есть там весовые характеристики, есть там воздух, кислород, питание и так далее. И вот по этому строю, некому строю знаний, взять и построить систему самого человека, то получится, что вы можете тогда строить человека всегда. То есть вы можете путем световых управленческих действий делать управление таким образом, что человек может быть, ну, вами построен как бы в любом сегменте, фактически за счет световых систем. И как я сказал, часто это есть просто мышление, но мышление получается правильное. То есть если вам нужно, чтобы мысль работала как рычаг, например, да, поверхность мышления должна постепенно четко проявиться, и тогда, чтобы построить какой-то там орган на каком-то удалении, как бы в информации, да, или там оздоровиться, вам нужно просто в этом рычаге найти точку управления, причем как бы точку такого центрированного управления, когда вот этот некий пласт, некий лепесток, скажем, который, в общем-то, есть определенный уровень поверхности мышления фактически, то есть мы начинаем мысль визуализировать, то есть мысль чувствовать, да, скажем, мысль видеть как систему собственного тела, кстати. И когда мы начинаем видеть мысль как систему собственного тела, то есть тело неотличимо от мысли, тогда мы четко находим эту точку, то есть она сама по себе находится, на нее достаточно сконцентрироваться, и идет построение органа или клетки за счет как бы прямой проводимости. Вот здесь вот интересный очень элемент управления, когда мы проводимость сигнала светового не теряем, то есть не один импульс, который влияет, и в пространстве управления происходит потом как бы сигнал начинает распространяться во все точки мира, и это все-таки дискретное действие. В данном случае мы работаем как будто бы на одной поверхности, и так реально получается. То есть вот эта вот поверхность, она такова, что если, например, ну, представить, сравнить таким образом, есть гриб, да, есть поверхность шляпка гриба. Вот, работая по поверхности гриба, каким-то таким как бы поверхностным способом, именно не углубляясь, там, проведя линию, да, например, пальцем, мы вызываем, ну, некую реакцию гриба. Но
в принципе, с точки зрения реакции гриба, как монолитная экосистема, мы никаких действий вроде бы не производим, просто, например, гладим по шляпке гриба, но с точки зрения человека это есть как бы соприкосновение с элементом внешнего мира. Но человек же воспринимает, что если гриб, то что-то происходит. Либо он чувствует, либо он там не чувствует, например. Да? С точки зрения логики, возможно, он считается, что не особо что-то ощущает. С точки зрения божественной логики, именно пространства взаимодействия всей реальности с вами, он обладает таким же уровнем действия во всеобщую реальность, как бы в данный момент, как бы может повлиять на реальность так, что реальность, скажем, отразит его действие как достаточно многофакторное. Ну, то есть, в принципе, гриб может быть вредный, ядовитый или нет, да? Даже вот это уже есть проявление его действия. То есть сопоставимое действие, он может влиять на человека. И получается, что когда вы видите вот это вот действие, например, гриба, не суть важно, любой элемент может иметь сопоставимое действие, то вы видите, что человек преодолевает реальность благодаря какому-то именно внутреннему свету, вот этому божественному свету, который и определяет его движение в пространстве вот многофакторных систем, которые в принципе равнозначны. То есть я показал на примере гриба, что он все-таки равнозначный уровень с точки зрения управления, может повлиять на управление, повлиять на состояние человека. И получается, что когда, например, там, если человек его съест, а он, значит, не очень гриб хороший, то он влияет на самочувствие и так далее. Так вот, чтобы на самочувствие человека ничего не влияло, чтобы он там вечно развивался, независимо от ситуаций, да, внешних, там, внутренних, вот этот именно божественный свет, то есть построение как бы светового образа человека, причем такого, который не подвластен внешнему влиянию, то есть свет, который не может быть затенен. Вот в этой лекции есть основная технология в этом, чтобы этот свет, который вы построите в мышлении, соответствовал вашему физическому телу, состоянию души, состоянию духа, да, сознания, движению сознания. И получается, что вот построение вот этого вечного фактически света, который имеет полную свободу движения, раздвигая, например, какие-то пласты управления, и при этом он значит, взаимодействует с какими-то элементами, например, мышления, причем теми, которые являются как бы инертными элементами мышления. То есть свет, который выявлен ближе как бы к физическому телу. То есть если вот, например, поставить вопрос, что между восприятием и физическим телом. То есть восприятие некая как бы информационная среда и физическое тело. А вот между какая материя? Тогда получается, что здесь существует действительно между этими элементами определенная материя, именно как корневая материя пространства мышления. С точки зрения управления светом это есть достаточно такие как бы инертные, но очень плотные системы, значит, по сравнению, например, с информацией как таковой. И это есть самая глубина мира от начала организации мира, вообще говоря. То есть любая мысль в корне имеет систему организации всего мира. Но действительно, ведь любая мысль исходит от первичной мысли Бога, а Бог создал мир. То есть получается, в любой мысли существует первичный уровень. И тогда возникает ситуация, в чем отличие мысли тогда? То есть как сделать так, чтобы в мысль заложить, например, какую-то информацию? Материя однотипная, начало организации, центр как бы один, и вот он, это, некая матрица, да, и оттуда, не в плане там какая-то техническая матрица, а просто некий центр. И вот с этого уровня начинается развитие мышления. Так вот, оказалось, что если знать, например, скажем так, вес, так скажем, да, всего света в элементе восприятия и выделить вот эту матрицу, то можно точку, как бы корневую, то можно за счет движения мысли, то есть просто взять и отследить мысль. Увидеть, как в мысль закладывается и смысл мышления, то есть в материю мышления.
И тогда вы увидите, как вы лично участвуете в создании мышления «я». То есть лично, вот именно вашей личностью. Причем той личностью, которая, вообще говоря, уже существует в виде физического тела. То есть личностью, которая вечна. И причем вечно в физическом теле. И получается, когда вы начинаете это видеть, то очень четко, понятно, как формируется ваша мысль, потому что у человека она как бы формируется естественно, но он видит всегда себя. Не то, что ему там кто-то мысль ввел, он сам мыслит независимо. И получается, что чтобы мыслить, чтобы брать вот эту материю, надо, значит, ее получать откуда-то, да? Из какой-то бесконечной среды. Но когда человек ставит перед собой задачу ни от кого не зависеть и мыслить самостоятельно, то получается, он может взять эту среду только у себя самого. Значит, у кого? У себя самого вечного. То есть это очень просто понятно, логически. А раз так, то он должен видеть себя самого вечного, то есть независимое мышление, оно таково, что как маяк, оно использует именно, получается, образ себя самого, но вечного. Но ведь если образ как бы долго инициировать, да, укреплять и так далее, то он приобретет свойства реальности. Как делает Бог, что мышление становится реальностью? А у него элемент очень простой на самом деле. Бесконечный мир, первичный элемент, например, мышления, да, первый свет, скажем, он соприкасается с бесконечным миром, с бесконечным светом, начинает многократно отражаться и приобретает свойства реальности. То есть, чтобы элемент получился, достаточно всего двух элементов. Бесконечная внешняя среда и какой-то импульс. Все. Этот импульс становится реальностью. И как бы, это я сказал достаточно коротко, но вообще по существу, по световым элементам это так и есть. И получается, что чтобы, например, человек получил именно реальность вечную, да, уже дальше, он должен от импульса следующего, то есть, например, импульс создал вечную реальность. Он должен получить как бы следственный элемент и проконтролировать сознание. Вот для чего нужно именно сознание активное у человека? Что следующий импульс он должен быть подконтрольным. Еще раз следующий импульс, еще более подконтрольным. То есть, развитие ума, проще говоря. Да, кстати, это достаточно, в общем-то, такой методологичный, что ли, может быть, прием для тренировки развития восприятия, своеобразного там ума, действия по отношению к какому-то элементу. Вот вам нужно построить так управление, чтобы развить ум, проще говоря, не путем там чтения большого количества книг, например, хотя это тоже путь, да, достаточно интенсивный, бывает так, что, но здесь вот бывает так, что в книгах не написано, а вам нужно это сделать, да? Тогда получается, что вы должны как бы продлить мышление, продлить мысль до уровня, умного состояния, то есть взять и сделать позицию такую, что вы восприняли умом. То есть выделив понятие ума в душе, переведя, например, на структуру восприятия, создать мышление. В чем признак ума? Существует правильное мышление, да, адекватная реакция. И вы берете и создаете себе мышление таким образом. То есть преобразовывая материю мысли за счет светокорректировок внешних и внутренних, как бы всей личности, вы создаете механизм мышления, но уже в управляемом порядке. Как только вы попадаете в структуру управления своим мышлением, это уже уровень первичной гармонии, причем той, которую заложил Бог. Ибо его мысль – это очень стройная и гармоничная реальность. И когда вы вот этот свет начинаете воспринимать, то вы видите свет бесконечности. То есть одно дело корневой уровень, да, и вы визуализируете мысль. Но я же ведь все время показываю структуру управления, но я вот все-таки четкие границы мысли не показываю. Я говорю, что вот здесь есть, например, это сфера, да? Но пересечение гораздо сложнее, чем сфера. То есть внутреннее пересечение мышления, они сложнее. Это некая и плотная, и многообразная среда, и одновременно это мягкая среда, как бы, это информационная среда. Но она не воспринимается
только как информационная, она имеет некую плотность на восприятие, некий вес даже. Например, простая задача, есть мысль, сходить в магазин, купить там что-либо, да, весовых характеристик каких-то. Если с этой мысли механически взять и кусочек света выдернуть, будет ли от этого действия меньше? То в принципе получается, что может быть и не будет, да? Но если мы фиксируем задачу жестко и говорим, что все очень связано, то тогда тем более жесткая фиксация связи становится всеобщими. Чтобы оттуда не выдергивать, все равно сохраняется одна и та же мысль. То есть мысль находится как бы вне материи, значит. И получается, что раз она вне материи, то мы имеем очень простой путь к Богу, внематериальная система, до материи. Значит, получается, мысль вечна фактически. Ваша собственная мысль, которую вы сами причем воспроизвели, она, оказывается, обладает свойством вечности. То есть это все равно, что вы воспроизводите некую систему, некую информацию, некий свет, но который, вообще говоря, обладает совершенно конкретными свойствами, свойствами вечности в определенной позиции. Да? Например, есть свойство вещества. Можно его так исследовать, чтобы найти какое-то такое нужное нам свойство или удивительное свойство, например. В данном случае это свойство вечности, которое очень нам практично нужно. Когда мы, например, это свойство реализовываем, то есть мы находим по нему путь уже к анализу другой среды, потому что там, где вечная среда, через эту среду можно исследовать все, что угодно. Это мощнейший аппарат, универсальный аппарат исследования. Там, где есть какая-либо характеристика вечности, значит что? Вечное количество систем, методов, средств. Уж, естественно, мы найдем управление. То есть в вечном количестве времени невозможно не найти ответ. А для того, чтобы как бы это действие не растягивать там по времени, да, можно сработать механически, просто взять структуру вечности, вот мы выделили свойства вечности мысли, взяли этот сегмент, взяли и усилием воли вжали в точку. Все, нам ничего искать не надо, в этой точке все есть. Просто получили свет. То есть пространство между жесткой как бы, физической материей и светом — это есть действие мышления, динамика мышления, динамика самой мысли. Как бы некая пластичность мысли. И когда вы начинаете работать, да, мышлением, например, там, как эспандером, условно говоря, свет, там, растяжение, свет, то вы можете, в принципе, натренировать определенный уровень мышления и таким образом сопоставить по характеристикам как бы оптическим со структурой ткани. То есть практически нечто среднее между информационной материей и физическим телом, эту величину просто брать и, например, замещать структуру физического тела, те, которые нужно регенерировать, или те, которые нужно оздоровить. Там. Или же можно как модельную систему растянуть, расставить события, и потом просто налагать на события, то есть укреплять их, как бы, может так можно выразиться, по ощущениям, как бы прорезинивать, что ли. То есть это вот такой достаточно, знаете, материал, как бы на управлении, он действительно выглядит как бы как несколько такая прорезиненная среда. Но ведь мышца тоже, она эластичная. То есть в данном случае речь идет о большем управлении со стороны мышц, да? Чтобы до тканевой системы дойти, например, там костная ткань, то здесь уже имеет принципиальное значение построение отраженным светом. Многократные отражения за счет того, что ткань костная обладает жесткостью информации. То есть здесь мы уже работаем больше со светом, но именно свет строит более жесткую материю. То есть если, например, четко проявленный свет, например, строит именно более жесткую материю. Если в данном случае, чтобы построить мышцу, можно пользоваться там какой-то промежуточной средой, то есть не обязательно там иметь яркий свет. Почему я все время говорю, что надо пользоваться естественным восприятием своих собственных мышц, например, да, тканей. И поэтому как бы экономлю ресурс света для построения, потому что нужно работать достаточно оптимально. То вот для жесткой материи нужен обязательно свет. И получается, что вот этот критерий достаточно жесткий, да, по строю, скажем так, характеристик, как я сказал, построения, то есть некий строй определенных характеристик и требований,
что в этом стройном ряду, почему нужно, чтобы была жесткая материя? Чтобы свет был проявлен. Но с точки зрения Бога так и есть. Свет проявлен должен быть, и отсюда возникла жесткая материя. То есть изначально, в философском смысле, существует именно свет. И его проявление может быть разное. То есть проявлением света может быть человек. И получается, если мы такое свойство найдем, а мы, в принципе, уже фактически нашли в геометрии, как я сейчас показал, это конкретная геометрия. Это свойство света находится конкретно, например, там здесь, возле человека. От сердца примерно 15 сантиметров. Любого причем человека. В сторону от грудной клетки. Просто точка, она немножко может располагаться по-разному где-то. И я показываю здесь, но как только я приближаюсь к 15 сантиметров, она начинает активироваться, то есть начинает реагировать и создавать структуру тела. То есть получается, что как только человек находит эту точку, он к ней подходит из какого-то там расстояния небольшого, то все, он себя уже, значит, построил в одном световом импульсе. Так же Бог и сделал, он построил весь мир одним уровнем света. Значит, свет обладает такими же непрерывными свойствами, как и, например, твердая материя. Да? И если мы рассмотрим пространство и рассмотрим взаимоотношения между элементами пространства, то мы можем обнаружить, что между двумя соседними участками, например, мы имеем фактически одни и те же законы взаимодействия. То есть есть определенные, скажем, световые законы взаимодействия, которые вообще не меняются ни в зависимости от расстояния, ни в зависимости от объекта информации. То есть расстояние между элементами, с точки зрения прохождения, например, фотоном света, всегда одно и то же. Это говорит о том, что да, универсально в любом действии всегда присутствует Бог. Своим действием или личным присутствием. И получается, что если мы хотим, например, рассмотреть, например, всеобщее воскрешение, то есть когда происходит всеобщее воскрешение, как выглядит Земля, да, например, мы можем очень четко рассмотреть на примере соседних просто планет, потому что рядом структурированные системы, они, вообще говоря, обозначают точно будущее по форме, даже по объему Земли. То есть первичный уровень воскрешения Сатурн с кольцами, следующий это Юпитер. И когда мы начинаем такой анализ проводить, то есть всеобщее воскрешение это объем Юпитер. Значит, дальше мы начинаем анализировать, что если так все просто, да, в природе и любой элемент, например, информации существует рядом, то ясно, какая система социальная. То есть при всеобщем воскрешении разные социальные среды существуют, но там сейчас тоже существуют и племена, и есть системы, где живут на уровне вождей, феодальных систем. И в принципе техногенная цивилизация находится в тех условиях, что рядом есть такие системы. Если есть всеобщее воскрешение, ничего нового там не произойдет. Там просто-навсего эти системы будут просто адаптироваться к тому, что существует именно в техногенном уровне. То есть техногенная система просто будет лидирующей и все. И постепенно передавать опыт в более разреженные, да, в информационном плане системы развития. Вот и все. То есть получается ничего нового мы в социальном плане иметь не будем. Просто пространство больше будет. Да? И, исходя из этого получается, что когда мы имеем структуру управления, то есть здесь совершенно четко показано, что во всеобщем воскрешении происходит восстановление социальных систем в том же уровне, в котором они находились. То есть прошлое просто берет и развертывается, да, увеличивая массу. И тогда получается, что это же ведь признак вечной жизни. Чтобы по аналогии человек жил, ему нужно что тогда? Чтобы все прошлое работало на конкретную концентрированную массу. То есть все его прошлые события фиксировали ту массу тела, которая есть. В зависимости от питания, да, например. И когда человек это видит,
то вообще говоря, если говорить о питании, то если мы будущие события как бы замкнем на структуру прошлого, то тогда, получается, питание не обязательно должно быть столь интенсивным. Или может человек обходится, например, определенное время без физического питания, потому что он замыкает как бы систему, Бог же имеет единую концентрированную физическую систему, да, физическое тело. Получается, что раз так, то он же где-то же берет питание. Где он берет? Он, значит, синтезирует так собой, что, например, уровень управления из прошлого и будущего как бы замыкается на уровне цели. То есть, получается, Бог работает в структуре целевого управления. То есть, Богу нужно, чтобы там была вечная жизнь. Вот он постоянно этим занимается, он отсюда и берет средства для вечного развития, получается, судя по этой модели. И получается, что ему тогда, чем у него больше забот, тем ему надо меньше, значит, здесь питания, да, или там времени для отдыха. А значит, получается, что он может не есть, в принципе, просто так у него очень много забот, он может, в общем-то, и не есть, если захочет. То есть получается, что если исходить из этого, то вот именно норма, физиологическая норма человека, предположим, излечение заболевания, да, это есть просто сопоставимое количество дел в этом случае. Логически ясно, что заболевания, дела уменьшаются, да? Он вынужден там реагировать на заболевание человека, восстанавливаться и так далее. А если дел много, заболевание, получается, не реализовывается. Поэтому в построении человека именно строится также структура обмена информацией вот, физического тела человека, задач и так далее. То есть получается, что логически человек в принципе может выполнить столько дел, сколько вообще следует ему. То есть ограничений на количество дел в принципе нет. Он может успеть там реализовать любые системы своей управления, любые там творческие системы. И получается, что исходя из этого, да, тогда он может сделать, например, воскрешение, он может сделать там любую задачу, решить ее и так далее. Но для этого нужно вот эти светосистемы просто правильно расставить. Ведь построение человека — это есть и построение внешнего мира, то есть построение того, как вообще вот внешний мир, например, какое-то здание, да, где живет человек, или где он там гуляет, какая-то рельефная система, как эти системы взаимодействуют, как вообще они строятся. Здесь проще всего строить именно от человека, то есть уровень идущего человека должен быть таким, что человек — это есть центр системы, это есть монолит, и физический, и информационный, и световой. И вообще говоря, любой другой уровень, который позволяет, в принципе, фактически четко понимать, что бы ни происходило, как бы человек себя не воспринимал, он всегда есть, он всегда жив. И вот самое главное, что у него всегда должно быть физическое тело, и все другие системы восприятия должны быть таковы, чтобы он выработал некую абсолютную, что ли, систему самовосприятия. Например, человек долго занимается какими-то технологиями, он очень сильно развивается и так далее. А что в конечном итоге, как он продифференцирует, что он сохраняется, да, в виде именно человека целостного? Вот мир очень разнообразный, например, Бог всегда Бог, он всегда имеет каноническое тело человека, но он же его как-то держит усилием воли, эту концентрацию. То есть он четко понимает, что физическое тело — это та реальность, которая не видоизменится. Я еще почему говорю, что существует там в бесконечном будущем какие-то там генетические системы и так далее, и так далее. Сейчас вот, предположим, там клонирование, новые технологии взаимодействия света и ткани и так далее. Но здесь вот получается, в таком мире человек должен очень четко свое тело держать на уровне управления. И поэтому, как только мы приходим к тому, что в человеке, где-то в районе сердца, так скажем, есть очень четкий канонический центр, как бы, что человек вечно жив, что он имеет определенную форму, что он этой формой может создавать управление, то мы четко понимаем, что как только мы видим первичный уровень, что человек создает первый уровень света, мы понимаем, что это и есть канонический уровень человека. То есть человек создает свет. И как только мы вот эту систему начинаем воспринимать, все, значит, мы четко видим, понимаем, что человек может управлять вообще любым событием,
раз он создает свет, он может влиять на любое событие. То есть в этой лекции вот как раз я показал, в этом уровне семинарского действия надо именно этот свет получить. Достаточно его получить, любая система становится как бы само собой вот, управляемой. То есть вы естественно, совершенно, как вот обычно принято у всех людей, развиваетесь по системе собственных событий. И все. Это очень гармонично, очень естественно человеческое и одновременно божественное управление. То есть вот именно выделение света от себя, от своей формы, от осознания личности. Именно человека во всеобщем таком бесконечном, бескрайнем мире. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.